Всем привет! Это канал Этнографика, меня зовут Виталий Штыбин, и это подкаст, в котором я приглашаю научных специалистов и просто увлеченных людей, которые занимаются историей, этнографией, археологией и другими направлениями исследований о Кавказе, конкретно о Кавказском регионе. И сегодня у нас в гостях Константин Глазов, это научный сотрудник субтропического центра Российской академии наук в Сочи, инженер по образованию и исследователь дольменов, мегалитических построек бронзового века 5, 6, 7 тысячелетней давности, которые распространены во множестве на Западном Кавказе. Впервые с Константином мы встретились и познакомились в Сочи в далеком 2017 году, когда я приезжал туда снимать видео с командой его единомышленников, археологов Андреем Кизиловым и Михаилом Кудиным о дольменах, об их исследованиях этих мегалитических структур, а также о том, как они исследуют древние античные крепости и ранние христианские храмы, которые распространены в Сочи, в регионе Сочи. И тогда Константин только начинал использовать такую перспективную технологию 3D-оцифровки дольменов снаружи и частично внутри. И он сделал еще 3D-реконструкции крепостей и храмов ранних эпох. И это было довольно перспективно, интересно, смотрелось довольно свежо. И с тех пор многое изменилось, и вот спустя годы мы вновь встретились в эфире для того, чтобы поговорить, как изменились технологии за это время, насколько в целом эти изменения повлияли на возможность делать новые открытия даже на старых местах, где, казалось бы, ничего нового уже не найдешь, и о том, как, собственно, хобби превращается в любимое дело. У Константина как раз так и получилось. В общем, у нас впереди большое и интересное интервью обо всем этом. В том числе Константин покажет нам устройство, которое позволяет снимать объемно внутренние камеры дольменов. Вот это видео этот кусочек, точнее, видео вы сможете посмотреть прямо в середине интервью. Вот. Ну и многое расскажет о свежих исследованиях, которые сделали он и его команда в последние годы в Сочи, в сочинском регионе. Приготовьтесь, будет интересно. Кость, привет тебе, давно не видел, очень рад видеть тебя таким здоровым, веселым и с классной футболкой, о которой мы еще поговорим сегодня. Вот. Сегодня у нас интервью о последних исследованиях твоих, в принципе, о твоем подходе к изучению мегалитов сочинских. И, в принципе, я бы хотел начать, знаешь, наверное, немножко вот с таких личных вещей, немножко истории, биографии, чтобы познакомить тебя с аудиторией. Напомню всем, кто будет сейчас смотреть это видео, у нас сегодня в гостях Костя Глазов, он сотрудник субтропического научного центра РАН в Сочи, это социальной лаборатории, и, в общем, человек, который применяет технологический подход для исследования дольменов, мегалитов кавказских древних, для того, чтобы увидеть кое-что в них, чего не увидишь простым глазом, скажем так, но что может увидеть техника, и это дает нам новую перспективу для того, чтобы посмотреть на прошлое дольменной эпохи по-новому. Костя, а смотри, я сначала думал про факты, думал, как-то пару фактов выделю про тебя, но потом посмотрел на свои вопросы и думал, в общем-то, вот они и есть, эти факты, они вскрываются в первых вопросах. Типа вот с самого легкого начнем, да, у тебя биография, она как бы не гуманитарная, а больше техническая, да, то есть у тебя техническое образование, и как вот получилось так, что ты на этом пути как-то вот перешел к этой сфере изучения дольменов, да, сфере, которая связана с археологией, с этнографией даже, можно сказать, современной части. Как получился переход к дольменной тематике, к гуманитариям? Так получилось, что да, по образованию я никак не историк и не археолог. Образование я получил на физическом факультете МГУ на кафедре оптики и спектроскопии. Так получилось, что учился в горячие 90-е. Приходилось заниматься разным. И при этом в начале 2000-х годов какое-то образовалось хобби. Стало интересно
археологическое наследие расположено на территории Большого Сочи. Ну и как-то так хобби потом все глубже и глубже, в общем-то, погружался в это хобби, и постепенно это стало работой. Я так смотрю, вот ты с 2002 аж года, да, уже интересовался дольменами, то есть есть каталог памятников дольменной культуры Большого Сочи, и ты один из авторов его, так получается, да, как человек, который вносит туда новое что-то. Ну, с 2002 года я начал собирать материал для вот этого каталога. Сначала очень хотел прочитать о сочинских дольменах, понять, насколько их много, узнать их типологию, архитектурное разнообразие, а потом понял, что вся информация, опубликованная о них, крайне скудна и не отвечает на большинство вопросов, которые у меня были. И тогда понял, что нужно самому делать этот каталог и выводить статистику. А позже стало понятно, что информации слишком много, и в одиночку такую работу не сделать, поэтому сформировалась группа единомышленников, в которой каждый решает свой блок задач. Кто-то поставляет первичную информацию об обнаружении памятников, кто-то измеряет, описывает, фотографирует, строит чертежи, кто-то исследует астрономические ориентации дольменов, ведет расшифровку материала, библиографию и прочее. Вот. И таким образом формируется многосторонняя база данных, на основе которой делается, собственно, каталог. Это выросло из хобби, получается, да, по сути дела, это просто собственное желание людей. Потом это была секция археологии и охраны памятников историко-культурного наследия, по-моему, так называлась, при Сочинском отделении Русского географического общества. РГО, да. А потом как-то завязалось сотрудничество с Сочинским национальным парком, с такими же единомышленниками, как я. Ну и в конце концов, когда я уже пошел работать в сектор историко-культурного наследия ФИЦ СНЦ РАН, то это уже стало профессиональной работой, и мою вот эту вот работу включили в госзадание, и я уже на профессиональном уровне как-то стараюсь это делать. Как научный сотрудник, понял. Это когда, получается, у тебя вот этот переход в науку случился? Ну, значит, примерно. Сейчас вот я скажу, что в 2021 году, еще не будучи сотрудником субтропического научного центра, мы уже поняли, группа уже была сформирована, и мы поняли, что как-то пора бы уже что-то писать, но чтобы до конца сформировать каталог, нам как бы и жизни особо там может и не хватить. Да. Поэтому я предложил в 2021 году, давайте, ребята, как-то частями формировать какие-то блоки по доменным группам и их публиковать в каких-то журналах. Вот. А потом уже, когда наберется вот этот блок опубликованного, мы это объединим и какими-то частями будем формировать вот этот каталог. И в 2021 году мы начали работу по каталогизации макрогруппы дольмена Мезигух, именно участка хребта. Просто давай не будем спешить, про это я прямо хочу отдельно поговорить с тобой. Вот. Давай вот прежде чем мы перейдем туда, немножечко еще пару вещей обсудим. Смотри. Я завершу мысль просто. Давай. Когда начал профессионально там заниматься, да, то есть в 2021 году мы начали публиковаться, а в 2023 году я уже работал как сотрудник научный. Как сотрудник, да, продолжаем вот эту вот работу. Да, просто про Мезигух я почему тебя остановил, я прям отдельно хочу поговорить тогда про эту тему. У нас просто разная, скорее всего, аудитория будет, поэтому таких пару моментов уточняющих я хочу тебе задать сейчас, прежде чем мы перейдем, собственно, к этим открытиям. Первое, самое базовое, наверное, для тех, в принципе, кто не понимает, что такое дольмены, да, вот как ты мог бы вкратце охарактеризовать, что это такое? Что есть дольмен? Версия, да. Да, значит, дольмен, традиционно в науке
считается, что это погребальное культовое сооружение. В принципе, у меня других каких-то идей нет. Значит, я только добавлю, что с одной стороны, это, как бы, вот, по моему мнению, это родовой склеп, с другой Мгм. стороны, это объект культа, Мгм. вокруг которого совершались обряды, который имел сакральное значение, являясь воротами между миром живых и миром мертвых. Выполняли и практическую роль, отмечая границы рода, то есть А, являлись своеобразными пограничными столбами, могилами предков, вот, маркерами своей территории ага. родовой. Да, ну тогда добавим еще дополнительно, что это у нас с эпоха Бронзового века, то есть там условно там, ну, 5-6 тысячелетий, да, мы говорим, хотя это длительный более период. И обычно это, да, это такие массивные каменные гробницы, если кто вот не знает, ну мы здесь ставим пару картинок, чтобы понятно Мгм. было, да, это массивные каменные гробницы, состоящие из блоков разных, или выбитые в скале, ну то есть как разные тоже есть их формы. Да. Да, вот смотри, тогда касаясь вот этой темы дольменов, теперь мы когда понимаем, да, что ты изучал, и как получилось, что ты пришел к идее использования именно технологий, вот, и именно технологии, как я, если правильно понимаю, 3D-сканирования, фотограмметрии, то, что ты сейчас максимально используешь, или поправь меня, если я здесь не прав. Почему именно эти технологии, как ты пришел к идее, что именно в дольменах их использовать стоит? То есть, Ну, это путь к этому долго, в общем-то, я шел долго к этому. Сначала начал с физической масштабной реконструкции дольменов. мгм. То есть ты Музей начинал Соч- ручками делать, да, ручками, да, как это это Андрей делал делал? в начале 2000-х годов, да, таких технологий развитых как бы не было, и, такого оборудования бытового как бы Мгм. уровня не было. Поэтому как-то вот первое время делал ручками. И в музее Сочи вот хранятся макеты двух уникальных дольменов Сочи Мгм. в масштабе 1:40, которые я сделал. Тогда мало кто знал о фотограмметрии, только-только начали появляться цифровые камеры, и Мгм. бытовые компьютеры не могли тянуть такие задачи. И постепенно технологии позволили это делать в домашних условиях. При этом интуитивно я всегда старался очень много фотографировать, Мгм. вот, что потом позволило строить 3D-модели даже по старому материалу. Это ну, вот, как-то, да, вышло это все тяга, ну, не то, что увлечение фотограмметрии из моделизма. То есть я с детства делал модели, а потом попалась такая уникальный фотографический материал по одному уникальному катамарану довоенному. Целый фотоальбом в музее отдали. Ага. Это катамаран ОСГА-25 «Экспресс». И вот где это судно было сфотографировано с разных ракурсов. Это судно, опередившее время, которое еще в 1939 году на испытаниях показало скорость 85 километров в час. Вот. Катамаран с экранным крылом. И в 1940 году он курсировал между Сочи и Сухумом. Мгм. Там несколько тысяч человек, в общем, прекрасно показал характеристики. И вот я зажегся, прям вот мне захотелось сделать эту модель. Думаю, как же ее сделать? Ну вот начал изучать вот эти фотографии и думаю, как же по вот этим фотографиям сделать какую-то 3D-шку, чтобы потом сделать ее проекции. Вот. Ну и нашел вот это программное оборудование, начал загонять туда. Ну, у меня фотограмметрия с этим не получилось, потому что фотографии были как бы напечатаны и вот отсканированы, Ага. они не Ага. читались этой вот Мгм. программой. Мгм. Начали хорошо работать на объектах археологии, которые у меня уже к тому времени было отфотографировано там масса. Ну и как-то пошло-поехало, постепенно сформировалось видение, э, что я хочу получить, вот, каким образом мне это использовать. И Мгм. постепенно мы начали вот эту продукцию показывать на археологических конференциях. Нами заинтересовалась Галина Требелева, которая взяла нас под свое крыло, включила в состав Маркульской археологической экспедиции. И дальше мы уже технологию фотограмметрии отработали
на развалинах христианских храмов. Христианских. То есть, в принципе, у вас, получается, был довольно большой спектр разных объектов археологических, но как не только дольмены, да. Да, и дольмены, и храмы, и крепости. И, в общем, получилось так, что мне пришлось как-то разрабатывать технологию применения фотограмметрии на разных объектах. От маленьких до огромных. Процесс продолжается. Ты смотри, я понимаю, что и инженерный бэкграунд твой тоже так немножко помог тебе, естественно. Были ли, или, может, есть у тебя какие-то примеры, которые тебя вдохновляют, или вот ты где-то учился, может быть, да, какие-то книги, или, может, курсы, или какие-то люди, которые чем-то похожим занимаются, допустим, да, вот такие технологии применяют. Мог бы ты как-то обозначить, вот, допустим, какие-то примеры, которые тебя вдохновляли, может быть? Если говорить вообще о исследовании дольменов, о каталогизации дольменов, то большую роль сыграл в моей жизни, да, в общем-то, как, наверное, у всех наших единомышленников сыграл большую роль Владимир Иванович Морковин. С него началось, его замечательные книги показали, как надо описывать дольмены, как надо описывать дольменные группы. И, в общем-то, это стало алгоритмом, на основе которого мы свои методики описания сформировали. То есть базово мы взяли его каталоге, предложенную Морковиным, и дополнили ее новыми технологиями. Вот. А по поводу того, есть ли для меня там какие-то авторитеты в применении именно 3D-шки, к сожалению, как-то вот, наверное, таких могучих авторитетов, либо не сформировалось еще, либо я о них не знаю, потому что направление на самом деле новое. Мы привезли первый материал на археологическую конференцию в 2016 году. Практически никто из археологов фотограмметрией еще не занимался. Это совершенно новое было. Последние десятилетия, то есть все об этом слышали, кто-то начинал пробовать, у кого-то что-то получалось, у кого-то нет, но технология еще формируется. И у каждого специалиста в этой области есть твой подход. наработки, постепенно ты понимаешь, как это делать, чтобы твои задумки поняла программа. Как-то это на уровне... Интуитивном. Да, понял тебя. Каждый объект, ты к нему подходишь и думаешь, вот что с ним делать, с какой стороны начать его фотографировать, в какую сторону пойти, ты несколько раз его обходишь вокруг, понимаешь, что с ним делать, и потом дальше понял тебя. На самом деле, я, почему спросил, потому что недавно совершенно случайно мне как-то попался ролик какой-то конференции онлайн, где рассказывалось о применении вот этих технологий как раз при реконструкции каких-то вещей и в Италии. Это был какой-то, видимо, коммерческий проект в Италии, но большинство исследователей были японцы, да, и они у себя, видимо, отработали хорошо эту схему, и они нам рассказывали, как они приехали в Италию, и, вот эти все крепости, старые замки тоже у них оцифровывали. Довольно интересно. Я сразу просто вспомнил про твою работу и понял, что примерно ты сейчас параллельно идешь со современными этими технологиями, по сути. Вот. Самое сложное, я тебе скажу, что самое сложное, наверное, это большие какие-то объекты, типа крепостей в лесу. Вот это вообще непобедимый какой-то объект. В лесу, да. То есть заросшие кустами, колючками и находящиеся под деревьями. Я и зимой ходил, и дроном их пробовал фотограмметрировать через деревья там. И ходил со штативом под деревьями. Пока я это до конца не победил, скорее всего, это требует какого-то другого оборудования. Да. А дольмены, это уже как семечки. Да, более локально. Вообще, это же те исследования, которые сегодня, допустим, проводятся в джунглях где-нибудь в Латинской Америке, они используют, насколько я помню, очень-очень дорогостоящее какое-то оборудование, которое на глубину куда-то прям землю даже сканировать способно. Это масштабный проект, конечно, государства. И, возможно, вы действительно дорастете до
каких-то таких уровней, когда, когда все-таки такие проекты будут появляться. Очень, очень верю и надеюсь на это на самом деле. Давай тогда перейдем к вот этим открытиям. Ты уже начал немножко говорить об этом. То есть в 2024 году, насколько помню, да, это вот буквально в прошлом году появилась новость. 23. Новости, да, 20... появились в 2024 году. Ага. Вот. На самом деле в 2023 году, летом, мы пошли с Михаилом Кудиным добивать вот эту макрогруппу Мезигух. Там 34 памятника вокруг большого хребта. Это примерно где он находится? Это междуречье Аше и Макапсе. Ага, понял. Примерно. Да, то есть это хребет Волчьи зубы, как бы Мезигух по-адыгейски называется. И с одной стороны, с юго-востока он спускается в бассейн Аше, с северо-запада он попадает в бассейн Джемалты, который является притоком Макапсе. А с юга он ограничен бассейном ручья Неожиданного. Вот, и как бы вот эти вот три локации, в каждой локации есть свои дольменные группы. Они вот окружают с трех сторон вот этот хребет. И дольмены уникальные, очень много целых дольменов, очень много красивых таких вот, прямо, ну, таких вот нетиповых. Вот. Поэтому 3 года мы потратили на описание вот этой группы, и вот пошли в 23 году добивать маленькую группу Капибге-1 с северного склона хребта Мезигух. Там расположено 2 дольмена. Один стоит чуть пониже составной, у него фасадная плита, каким-то елочным орнаментом обработана, и, ну, и задние стенки полуразрушенные из мелких камней, и накрыто это все большой плитой. А выше, метрах 50, наверное, в ручье стоит сползший дольмен в ручье, накренившийся там, ну, не знаю, градусов 30, наверное, накренится он уже в сторону ручья, корытообразного типа, и каким-то образом на нем еще задержалась вот эта плита перекрытия, она не съехала. Вот. Ну, и вот пришли, я с собой взял, только что сделал установку для съемки камер дольменов. Ну, если вот будет время и интересно, я могу ее собрать, и вот мы покажем нашим зрителям, как работает. Там интересное такое оборудование. Так, вот эта конструкция. Вот эта конструкция. Значит, вот это вот голова, моторы, которые крутят вот эту штангу вот в этом направлении. Так, по горизонтали. Горизонтальная оси. И она крутится еще вот этим вторым мотором вокруг вертикальной оси. Это нижний мотор. Он управляется с пульта. Здесь в качестве камеры, ну, вот устанавливается, допустим, хороший какой-то телефон там с нормальной камерой. И устанавливается интервальная съемка через каждые 2 секунды. Вот. И вот ставится это на штативе в центр дольмена. Включили с пульта установку, он начинает работать. Вот совершает первый оборот. Дальше тут у меня расположены микроконтакты, которые доходят до определенного уровня, и включается вот этот мотор, он прокручивает на какой-то сектор. Вот. Таким образом, вот каждый оборот, он меняет ось. Понял, да, в разные стороны получается. И вот таким, да, мы, получается, вот так 360 несколько оборотов делаем, и за вот эти несколько оборотов здесь, получается, по этой оси тоже 360. Сейчас такой вот сферический кокон из снимков, которые мы потом сшиваем и делаем 3D-шку. То есть, это фонарь, получается, у тебя с другой стороны, да? Подсветка. Да. Вот этот, это мощный фонарь. Вот. Здесь съемка. Камера. Ну вот, сейчас вот я
остановил нижний мотор, у нас Меняется по позиция. Ага. рисунке растения. Мгм. А ты, получается, собираешь, фотографии в телефон, да, и потом отдельно обрабатываешь. То есть это не лидар, как в айфонах вот есть, лидаровские. Нет. Ага, То есть, всё, понял. телефон здесь работает только в качестве камеры. Мгм, Здесь понял. может быть и какой-то фотоаппарат, ну, все что Ну, угодно. щас айфоны Я всё пока просто прекрасно делают. не определился, вот кроме телефона, что мне здесь как бы Мгм. подошло бы. Потому что телефон меня тоже не устраивает. Ну вот, как-то я Ну, еще не нашел той камеры, которая бы имела нормальные характеристики, которые меня мгм. устраивают. Ну да, и компактная достаточно, чтобы была тоже. Да, но в целом, да, современные телефонные камеры-то вполне себе хороши для таких задач, да. Я просто Ну, сразу вспомнил лидаровскую камеру. сразу видишь, что ты снимаешь, во-первых, Да-да-да. можешь подкорректировать. Вот. И то, что здесь, ну, работает эта интервальная съемка. Мгм, мгм. Класс, класс. Потому что не каждая камера, ну, фотоаппарат Да-да-да. может работать с помощью Мгм, интервальной съемки. Допустим, если я работаю снаружи, я работаю с зеркалкой, зеркалка мгм. не снимает интервально, это нужно, ну, Самостоятельно. внешний Мгм, пульт, который настраиваешь, и тогда он начинает мгм, снимать. мгм. Понял. Очень классно. Спасибо, что показал. Да, теперь это все прям наглядно так. Ну, Да, это супер. приносит, что вот археологи все начинают с интересом вокруг ходить, там, Ага. смотреть. И вот я ее только собрал, и мы ее взяли, чтобы установить в камерах дольменов, пофотографировать, отсняли уже. Ну и я Мише говорю: «Ну, давай посмотрим, вот посветим фонарем сбоку этого составного дольмена, посмотрим, как сделана елочка». Ну, посмотрели, сфотографировали. Вот. Я говорю: ну давай еще верхний посмотрим. И вот поднимаемся к этому верхнему дольмену, подходим к его фасадной плоскости, я свечу, и так сначала мне показалось, что просто какая-то вот теневая картина, как будто олени. И я еще Мише говорю, он так раз так, да, говорит, да, их двое. Вот. Я говорю, ну слушай, здесь должны быть тогда охотники. Вот смотри, вот здесь вот это из-под мха торчит палочка какая-то. Это, наверное, охотник с ружьем. Ну, пока это в шутку. Вот. Мох убрали, посмотрели, там лучник. Ну и, в общем, вот так вот получается вот такая вот композиция. Вот, Как у тебя на футболке. Класс, там была, в общем-то, изображена. потрясающе. Вот таких вот парных Мгм. фигур. 3 штуки размещено было. Понял. Ну, в общем, чудом сохранилось. Причем дольмен 100 лет известный. Первый раз я на нем был, по-моему, в 2005 году. После этого еще людей водил. Все на него смотрели. У меня даже есть фотография, где наш сочинский краевед Костяников просто прислонился вот так двумя руками между вот этих барельефов и смотрит на них. И он ничего тогда не видел. И мы все ничего не видели, потому что не было вот специального освещения. Высота этого барельефа, да, я скажу, что это изображение не врезанное, это барельефное изображение, то есть они выступающие. Вся поверхность вот фасадной плиты, она сбита, сошлифована ну, на какую-то небольшую глубину, а фигурки, они оставлены на первоначальном уровне. Высота этого рельефа, ну, где-то порядка 1-2 миллиметров всего-навсего. И все эти изображения поросли уже лишайниками, и вот в лобовую при рассеянном свете это просто не читается. Только вот Мгм. какой-то резкий свет, направленный под очень косым углом, вот подчеркивает вот эти изображения. Вот. Ну и как Как вы бы их зафиксировали сначала, уже итогово? да, Ага. как будем фиксировать, там начали там думать, давай подсветим фонарем, давай фотографировать там Мгм. сбоку. Ну, начали фотографировать, но фотографии это все равно это искажения какие-то. Вот. И я начинаю так думаю, елки-палки, мы все предыдущее время, уже 10 лет мы занимаемся тем, что применяем вот эту фотограмметрию. И вот. Надо ее применять. Вот. И, в общем,
Просто специфика, мы снимали всегда с большого расстояния, ну, чтобы весь объект поместился в поле кадра, и по кругу там делается, ну, несколько сотен фотографий с штатива там со всех сторон. А здесь немножко мне пришлось изменить этот алгоритм. И вот пришлось, ну, фотографировать вот с короткого расстояния, очень четко держать камеру. И, в общем, первый раз мы вот так вот это отфотографировали. Домой пришли, начали обрабатывать. Ну, я начал обрабатывать. Мы видели только вот эту часть, вот 2 лучника и оленей. И при обработке вылезла вот эта собака, часть людей. И вот эти фигуры, ну вот этих 2 не было видно тогда, а вот здесь вот было такое впечатление, что вот эта стенка дольмена, вот эта крышка, а здесь сидит какой-то человек, ну, на корточках, да, а перед ним сидит собака. Ну, вот как-то мы так вот прочитали. После этого уже в домашних условиях начал отрабатывать вот эту технологию, как лучше сделать, подкупил какое-то оборудование получше. И мы зимой 23-го года пошли и нормально уже это отсняли. И вот тогда с помощью уже 3D-технологий, то есть сначала по фотограмметрии ты получаешь вот эту модель поверхности, рельефную, а дальше, ну, я работаю в 3D Max, и поэтому я в 3D Max ее импортировал. И в 3D Max есть возможность поставить искусственные источники света, и двигая, допустим, этот источник света по кругу, ты подбираешь нужную теневую картину. Вот. С разных ракурсов это высвечивает, ну, определенные фигуры. С этого ракурса, допустим, у тебя будет работать вот эта фигура, там это, а с вот этого ракурса будут лучше работать олени. Вот. После этого постепенно дошло до того, что, ну, вот, если та программа, в которой мы делаем фотограмметрию, она позволяет делать цветную карту высот, которая может ну, подчеркнуть вот этот рельеф в глубине, то 3D Max позволяет наложить градиентную процедурную карту и сделать как бы, ну, очень подробно вот пошинковать на слои высот всю вот эту картину. И получается на практике, что это позволило нам выявить неровности рельефа, ну, до где-то полмиллиметра. И благодаря этому уже сильно побитые эрозией участки какие-то мы смогли вытянуть и расшифровать вот эту полностью композицию. Ну и А интерпретировали вы как-то вот этих, что это, птицы получается, да? Что это за птицы? Какая версия, так сказать, есть? Ну, значит, интерпретации, да, мы посвятили много времени. Статью опубликовали в очень хорошем журнале в дагестанском. Опубликовали статью, где рассмотрели подробно имена лучников и оленей. Да, ну и, безусловно, горы. Вот. И нашли им массу каких-то параллелей. И среди этих параллелей, конечно, вот именно сидящих таких птицеобразных фигур мы, ну, не нашли. Вот. Вот это вот достаточно легко интерпретировать. Особенно вот эти вот танцующие фигуры, это просто очень интересно такой мифологический символ и сюжет, который встречается от, наверное, Дагестана, даже южнее, наверное, от Ирана. Парные вот эти фигуры, у которых одна рука положена на пояс, и второй они направлены друг к другу, либо подняты вверх, либо одиночные фигуры вот в такой позе. И вот от Дагестана, потом на дольмене в Джубге очень там встречается
две фигуры, причем одна из них безголовая. Ну, Ага. вот именно в такой позе. И на стелах от Чакрак в Крыму. Получается вот такая вот полоса, которая превышает границы дольменной культуры, но она имела какие-то общие мифологические сюжеты. Это как вот сейчас, наверное, можно говорить о каком-то нарском эпосе, да? Что Да. нарский эпос, он не присущ какому-то одному этносу. Здесь и абхазы говорят, что наш нарский эпос, и Осетины, и черкесы. осетины, да. Да. Это какая-то древняя общая культура, которая нарушает границы культуры археологической. Мне просто про птиц еще интересно, почему было. Кажется, Никита Кондряков мне эту версию подавал, что это могут, как он представлял себе, что это могут быть эти, типа как падальщики какие-то птицы, как... Да. То есть первоначально мы их так и определили, что это грифовые, Да. скорее всего, это какой-то белоголовый сип, который у нас распространен. Если посмотреть, как они сидят и ждут свои тризны, Да. они собираются вот такой большой компанией. Они между собой не конфликтуют, они вот рассаживаются так и ждут, пока там им дадут поесть. Вот. И это все очень хорошо согласуется с самой концепцией вот вторичного погребения, Да. мы знаем частично на дольменной культуре, да? Да. Ну да, напомню кратко, да, для тех, кто не в курсе, что... У Да, нас все погребения, да, в дольменах, можно разбить на какие-то там группы. Это, значит, трупоположение там в целом виде, когда костяк в анатомическом своем порядке, да, встречается. Либо их рассаживали по углам, и археологически находятся целые ноги, да, и кости таза, а сверху куча такая там ребер, позвоночника там, и черепа. Да? Понятно, Да. что человек сидел, а потом при разложении уже обрушилось это все и накрыло то место, где он сидел. Но встречаются и вторичное погребение, причем это, наверное, чаще встречается, чем все остальное. Где в дольмен помещались только крупные кости и кости черепа. Также можно сказать, что кремация, дольмены кинотафа тоже встречаются. Что в нем захоронений нет. Он небольшого размера, но он как посвящение кому-то, скорее всего, который там погиб не в этом месте, да, и его сюда не принесли, но ему там памятник поставили. Вот. Вот это вторичное захоронение, мы здесь, по крайней мере, по нашему региону, мы можем сказать, что в районе дольменов часто встречаются такие мегалитические комплексы. Это жертвы камни большие, где какие-то выбитые, выровненные площадки, около которых часто встречаются лункообразные такие углубления. Либо такие площадки встречаются на каратообразных памятниках. Наш регион вместе с Туапсе, да, археологи выделяют именно Сочи-Туапсинский район по своим характеристикам объединенный, да, то есть административной границы между этими районами тогда не было, но он представлял собой какой-то локальный район дольменной культуры. Их, по мнению Резепкина Алексея Дмитриевича, по его теории, было 5, да, вся территория дольмена Кавказа, где встречаются дольмены, он разделил на 5 таких больших зон, и нашу зону он назвал Сочи-Туапсинским или Центральным дольменным районом.
И вот этот район отличается наибольшим разнообразием архитектурным. Потому что все остальные районы, они характеризуются, ну, более-менее типовыми какими-то постройками плиточными. Так. Их очень много, там по несколько сотен дольменов встречаются, ну, целые поля. Да, города дольменов, да, так называемые? Да. Ну, это я говорю про Северный Кавказ, вот, Дивлахские поляны. Хамышки там, да, вот это. Да. Вот. Там типовые постройки. А у нас, во-первых, геология дает возможность строить дольмены более интересные. Там все-таки известняк, он такой, ну, в раковинах и очень так плохо обрабатывается. Здесь, как бы сам Бог велел, у нас песчаник, он где-то выходит пластами, из которых большие пласты можно наколоть и большие плиты сформировать очень ровные. Вот. А где-то он имеет скальные такие выходы, в которых можно дольмен делать, ну, не перенося его, прямо из скалы выбить, да. сделать фасад. И вот такие дольмены, которые сделаны в скальных выходах, называются полумонолиты, корытообразные полумонолиты. И вот корытообразные полумонолиты часто имеют в своих конструкциях именно площадки, расположенные на самой этой глыбе. Либо это предпортальная площадка, либо это сбоку где-то какое-то возвышение, и там лунки есть, либо в задней части. Ну, а там, где в группу входят плиточные, там рядом размещен большой валун или скальный выход, на котором эта площадка выровнена. Как Кудепстинский камень, наверное, да? Вот это что-то похожее на это. У него тоже, да, есть две площадки такие. Да. Его сложно нам относить 100% к дольменной культуре. Да. Он оторванный. Вот. Ну, хотя все очень похоже, и есть сильные параллели. И вот на вот этих площадках, предположительно, ну, как было на самом деле, мы сказать не можем, мы можем как-то реконструировать это. Да. Предположительно располагалось это первичное захоронение. Либо оно располагалось на вот этой площадке, либо оно подвешивалось к дереву, и происходило первичное разложение, куда собирались птицы, обгладывали вот этот костяк, и оставались от него крупные кости. Это череп и кости конечностей, в основном. После этого, ну, заворачивалось это в шкуру, вот. Может, там ткань была, если, ну, заворачивали, и помещали это в дольмен. При этом дольмен, как родовая усыпальница, предполагал множественные захоронения. То есть открывалась крышка, вот, туда просовывался этот сверток, вкладывался куда-то. В следующем поколении или там через, когда тоже такой уважаемый человек умирал, вот, его помещали туда же. И получается, что дольмены находят в них до нескольких десятков, ну, почти под сотню костяков. Вот. В целом это напоминает, кстати, и Центральный Кавказ, вот осетинские башни Даргавса, где тоже они, да, лежат тела и мумифицируются, по большому счету, да. Сама традиция вторичного захоронения, да, она зафиксирована на Кавказе еще античными авторами, да, вот, и также там даже средневековыми путешественниками. Они еще писали, по-моему, Эвлия Челеби, да. Да, он писал, что своих покойников зашивают в шкуры, подвешивают на деревья, да. на деревья, да, и пока типа из него не выйдет дух, пока дух не свистнет. А свистнет, когда его распирает, этот мешок распирает, потом газы выходят, ну, дух свистнул, значит, можно хоронить. Ну, и вот были традиции, то есть это очень древние традиции еще со времен Бронзового века. И традиции вот этого вторичного захоронения, они не ограничены дольменной культурой, территорией дольменной культуры. Они встречаются и в Закавказье, и до сих пор даже практикуются где-то в Тибете. И еще мы вспоминаем Иран и Индия, современное общество парсов, да, зороастрийцев, собственно, которые строят.
Башни молчания, да, где разлагаются тела на крышах этих башен, и их там грифы съедают. Или там современные технологии, как они сейчас устанавливают эти зеркала специальные иссушивающие. Действительно, да. Я бы еще добавил, что, наверное, на Кавказе-то она до 19 века точно в той или иной форме было. По крайней мере, мы помним зафиксированные случаи, когда этот а, как-то убитый молнией человек, да, в черкесском обществе считался святым, и вот именно так захоранивали в 18 веке. А в 19 веке есть зафиксированные записи, насколько я помню, с животными так поступать. Козу какую-то молния убила, и там записи есть, что там 3 дня, значит, идет ритуал, да, и козу на какой-то специальной такой вот подставке деревянные специального держит, она там разлагается, значит, до какого-то состояния, до костей, а потом ее только можно захоронить. Это действительно очень древняя традиция, которая сохранялась долгое время. Вообще интересно, да. И, кстати, раз мы еще про эту тему заговорили, была публикация тоже. Я Да, немножко скажи. добавлю. Давай, конечно. Значит, на вот этих площадках, которые предназначены были для Ага. вторичного хранения, там вот часто встречаются какие-то стоки с этих площадок, все жидкости, которые выходили из тела, чтобы они там куда-то стекали. Мгм. Вот. Это, допустим, в Солониках есть там сбоку у картообразного дольмена есть такая площадка вот, высеченная. Залегающая. Ага. Да, Да. да, да. И там есть такой желобок для стока. Вот. Потом там же в Виноградном ущелье, там вот всем известный так называемый дольмен-самолет. Мгм. Если присмотреться, у него вот этот выступ, который у дольмена, да, который считается как бы астрономическим Мгм. гномоном, там тоже такой есть широкий желоб, который в западную сторону выходит до нижней Мгм. части. Вот. То есть, на самом Ну деле, да, то есть есть доказательств, получается, довольно много. дополнительного какого-то исследования. Вот Мгм. именно Мгм. вот эти. Тут главное не рассказывать это любителям как бы эзотерики дольменной, да, которые любят касаться с ним, да, лежать и ворочать, да, может сильно изменить сознание. А, в целом, вот касательно вот этой темы, была еще одна свежая публикация достаточно о том, что вы с Мишей Кудиным, и, кажется, еще кто-то из вами был, да, что вы тоже находили какую-то еще гробницу с останками 3 человек в районе Сочи. Это как бы из тех же исследований или это что-то еще дополнительное? Да, наверное, это вот, из свеженького, это этого года. И получается, что когда мы нашли вот эти петроглифы на Копильге, мы начали очень внимательно проверять все, что мы посещаем. Вот. Конечно, у нас очень большой набранный материал статистически, но тем не менее, когда мы что-то собираемся публиковать, мы еще раз вот этот район проходим, еще раз переснимаем и делаем по новой фотограмметрию и уже смотрим вот эти все поверхности. Вот она как бы, такая вот методика, что мы приходим на дольмен, почистили все кусты вокруг, вот, и берем фонарь и пошли смотреть в первую очередь фасад, Ага. во вторую очередь все остальные поверхности, потому что часто дольмены бывают ложнопортальные, да, сначала ложный портал мы смотрим как главный фасад, вот, а дальше ту поверхность, где располагался вход. Вот. Если есть возможность заглянуть в камеру, там и в камерах тоже на стенке смотрим при косом свете. Если что-то влезает, мы это уже проводим фотограмметрическую съемку. Если даже какое-то подозрение, вроде как какой-то рельеф или какие-то процарапки, Да. на всякий случай фотографируем, потому что Ага. даже фонарем не всегда это просветишь. А когда дома обрабатываешь, то уже применяя вот эти вот процедурные карты, ты вот досконально там до миллиметра можешь это все исследовать. И немножко как бы вылезает чего-то. То есть есть еще какие-то вещи, где, возможно, не опубликованы или вы сомневаетесь? Да, вот песчаник, он же, материал такой очень интересный. То есть это вот скала, которая снаружи имеет корку окисления.
То есть она вот сформировалась где-то там в недрах моря, там под большими давлениями и там какими-то температурами, да. Потом это Мгм. все разломы вынесли это там на поверхность, вот, и дальше это все начинает активно окисляться. И вот эта вот корка окисления, она ну, кристаллическую такую вот структуру имеет. Она Мгм. твердая. Вот. Когда эту поверхность обрабатывают, высекают на ней какие-то изображения или высекают фасады, корку сбивают, и под ней оказывается более рыхлый, такой легко обрабатываемый слой этого песчаника. Мгм. Обработали, сделали из него то, что захотели, зашлифовали его, и после этого похоронили, все нормально. Проходят тысячелетия, опять эта поверхность окисляется, образуется опять эта корочка. Если на эту корочку попадает вода, вода проникает, пропитывает эту корочку, пришла зима, вода замерзла, расперла эти кристаллы в Мгм. микротрещины, корка отслоилась. И вот таким образом происходит вот эта эрозия поверхности. Но под ней вот этот, даже если корка отслоилась, то под ней остается вот этот рельеф подкорочный. Да, он более размытый, но если какая-то фигура была высечена, то, в принципе, можно в ней что-то угадать. И вот Мгм. на ряде дольменов мы видим какие-то полоски, какие-то зигзаги. А. Все равно, хотя сама лицевая поверхность уже утрачена, ну вот под ней Ну, какие-то все-таки части сюжетов, да, всплывают всё равно, вот. да. И вот Ага. таким образом у нас как бы нарабатывается статистика, да, вот статистика небольшая, конечно, но вот по крупицам мы это Ага. собираем. И на Дальмене тоже, который в 2008 году еще Никита Кондряков и Миша Кудин нашли на группе «Чумаки» в Солониках. Составной дольмен, в общем-то, смотреть на него особо как бы и не на что. Разрушенный дольмен, скорее всего, даже переиспользованный. А, Он составного типа, значит, фасадная плита и камера из нескольких ярусов по кругу уложена. Это все в таком каменном керне находилось и сверху перекрыто плитой. Плита была скинута, ну, может быть, много-много лет назад или сотен лет назад. Ага. Вот эта каменная наброска, она была внутри. Блоки камеры, они тоже вовнутрь обрушились. Осталась только вот эта фасадная плита, которая накренилась вперед. А перед дольменом был такой коридор, ну, Дромос, да, Дома. Мгм. не какой-то, открытый как бы такой узкий коридорчик, Дромос дворик, назовем его так, из Мгм. двух-трех слоев вот плитника. И он как бы, вот эта фасадная плита в него уперлась, ну, вот такой памятник. Вроде смотреть не на что. Плита небольшая, ну, там, ну, вот такая может. А, Но благодаря тому, что она наклонилась, вот дождевая вода туда не попадает, сохранилось вот это А. вот изображение, которое вот мы ушли сначала, подошли смотреть, с нами краевед Володя Снытков был. Он говорит: посмотри, здесь вроде крест какой-то. Вот. М. А поверхность плиты, она такая, ну, в лишайниках еще. Лишайники очень сильно маскируют саму картинку. Вот. Мы подошли, достали фонари, начали светить, ну и получается, что крест это вот центральная фигура была. Значит, головка, туловище, короткие ножки расходящиеся, и вот от плечей вот так вот расходились в бок, ну, Мгм. предплечья, а дальше как бы терялось там. Ну, вот мы высветили, вот это вот как бы вот он крест этот увидел. А потом начали светить, а получается по бокам и еще две такие же фигуры, это высота Мгм. там 20 сантиметров, две симметричные фигуры, и мы видим то же самое, что на Копилге у вот этих двух танцоров рука на поясе, и Мгм. вторая отведена в сторону, друг навстречу к другу, то есть в сторону центральной фигуры. Вот эти руки направлены в сторону центральной фигуры, а у центральной фигуры руки как бы вот опущены вниз. Вот получается, Мгм. как будто это Тан женщина, танцующая И фигура. 2 мужчины, да-да-да. Всё Вот, как будто кстати, да, комментарий такой сразу тебе скажу к этому. Я когда первый раз увидел, ну, вообще потрясающая сама идея, да, то, что увидеть, людей, танцующих в очень узнаваемой стилистике кавказской, да, этого танца. Я даже помню, что когда я увидел,
Я позвонил своему другу в ОУПСБ, там у них есть парень, который танцор, он знает про танцы вот прям все, я знаю, что точно. Я ему отправил эту картинку, говорю, вот на что это похоже, скажи мне. Он так долго-долго думал, и он вспомнил, что был какой-то старый шапсукский танец, который сейчас уже подзабыт, такой вот достаточно, его не используют. Но раньше там вот, что, так сказать, дедушки, бабушки еще танцевали. Тогда именно вот женщина и двое мужчин. Потому что обычно сейчас не в такой комбинации уже идет. Да. И действительно, это вот локальный местный танец, который еще был вот в памяти, оставался до третьего поколения. Удивительно, Ну, конечно. положение, конечно, если мы посмотрим на черкесские танцы, да, ну, вообще на кавказские танцы. Да. Так, все. Да. Ну, мы же помним, что черкесские танцы, они такие более медленные, да, вот именно которые этого региона, более плавные такие, да, вот у них. Это все-таки обычно же, когда думают там лезгинка, Кавказ лезгинка всегда ассоциация, но это все-таки Восточный Кавказ чаще, да, это быстрые такие энергичные танцы, а западные, да, если черкесские посмотрим, они медленные, они плавные такие вот как раз. И это то, что нужно, потому что это вот это место, где этот танец все по сей день, да, такого рода танцы. И мы видим эту картину на альменах, как бы, которые, ну, теоретически давно, как минимум предки, да, могут быть. Это Да. вот самое интересное, да, если бы это было процарапано, да, можно было бы думать о чем угодно, там, что кто-то пришел, взял ради интереса процарапал. Вот. Мгм. Но изображения также, они барельефные. Они Мгм. барельефные, вот этого барельефа, она больше, чем на Копипге. Если на Копипге там от 1 до 2-3 миллиметров, то здесь уже, ну, вот так вот может быть. Миллиметра. Это просто они такие, не вот такого профиля, а они Ага. такие загаженные. Вот. Ага. И при рассеянном свете тоже они не бросаются в глаза. Тем более, что поверхность фасадной плиты она наклонена вперед, и вот как бы тот, кто подходит, он видит вот так плиту. Здесь как-то не сильно-то и Не рассмотришь. сильно видно, да? Мгм. Вот. Вот. Хорошо. То есть Да, скажи получается, еще. что вот у нас выстраивается вот такая вот интересная статистика, что у Мгм. нас Туапсинско-Сочинский регион, да, где у нас Так. э, самое большое разнообразие Да. архитектурных да, типов, самое большое разнообразие конструкций дольменов. На нашей территории все есть, да, у нас есть и плиточные дольмены, корытообразные, составные, дольмен монолит, один единственный на Кавказе, он тоже у нас. Ага. Вот. И колодцеобразные гробницы, которые тоже относятся к дольменной культуре, М. они тоже только у нас, в районе Краснополяны. Скажи мне еще вот такой момент сразу. Ты говоришь, что Обсинско-Сочинский. Насколько активно, допустим, вы изучали туапсинские именно дольмены? Потому что я про сочинский часто слышу, а туапсинский как-то немножко выпадают здесь. Да, Туапсинский район, конечно, изучал в свое время Тешев, изучал, он большое наследство археологическое оставил, научное наследство. Вот. И сейчас там продолжается большая работа, но силами местных краеведов. Вот, они тоже как бы собирают эту информацию, но Мгм, мгм. не на таком уровне, как бы вот как Как у мы-то. вас. Миша Ага. туда ездит, фиксирует это все, но вот так, чтобы проводить там же каталогизацию, как мы проводим Мгм, по Сочи, ну, к сожалению, мы не в состоянии, потому что мы в Сочи занимаемся уже 23 года. Нам бы мгм, вот это вот говорить. мгм, На сегодняшний момент зафиксировали 420 памятников на территории Большого Сочи, именно мгм. домен. Да. Из них опубликовали только 10-ю часть. В этом Ну году да, конечно, будет конечно. 34 памятника мы опубликуем. Но это все равно мало. Мгм. Еще, чтобы все опубликовать, это на много-много-много лет. Вот. Поэтому как Ну, бы надо ресурсов, получается, не хватает. Да, хватает, понимаю. но тем не менее, информации местные краеведы с нами активно делятся, Ага. туда приезжают. И Миша Кудин, если что-то там интересное, тогда мы это, конечно, возьмем в разработку. Но, по крайней мере, вот я завершу мысль. То есть, если у нас такое большое разнообразие конструктивных М. типов, Мгм.
большое разнообразие исполнения. У нас дольмены монолиты, которые там редко когда встречаются на других территориях, а у нас их очень много. Картообразных памятников у нас, если по всей территории Кавказа смотреть по зонам, там считанные проценты. Если в целом смотреть, анализировал Марковин еще в 70-х годах, он показал, что картообразных памятников всего 1-2% на весь Кавказ приходится. У нас их порядка 30%. То есть это выделяет. Существенно, да. Да, очень сильно выделяет. И если мы имеем такое конструктивное разнообразие, а на тех зонах у нас чисто типовые постройки, то возникает предположение такое, что на нашей территории, благодаря тому, что она как бы ограничена с одной стороны хребтом, с другой стороны морем, и есть только узкие проходы, плохо проходимые вдоль моря, да, у нас культура сохранялась дольше и претерпела весь цикл вот этой эволюции. И у нас дольмены проэволюционировали от плиточной к картообразным, составным и до вот этих вот колодцеобразных гробниц. И, соответственно, и технология изобразительного искусства тоже проэволюционировала. Что мы имеем на Кавказе? Допустим, гробница, в которой Веселовский копал и зафиксировал роспись, да, в музее Востока в Майкопе, да, эта гробница есть, где изображен лук, да, человек сидящий, значит, с расставленными руками и ногами, там седло какое-то, колчан. Это роспись, полихромная роспись. Это первый вариант, да. Возможно, и наши дольмены тоже были расписаны, да, только это не сохранилось в условиях влажного климата. Это возможно, что это было начало, да. Потом более трудоемкое это что? Это вот вырезать какое-то изображение. И эти вырезанные изображения мы видим, допустим, на дольмене в Джубге. Там композиция 7 животных, которые идут друг за другом, человек в такой же позе, безголовая фигура в такой же позе. Но это процарапаны. А когда мы попадаем в Сочи, у нас получается Копибги, это уже Барельеф. барельефы, почему рельефы, дольмена в урочище Черноморка с календарными символами. Тоже барельефы. Вот. Потом еще несколько объектов, пока о них не буду говорить, ну, которые мы опубликуем скоро. Я понял, да, что вы собираете статью, в общем-то, об тех рисунках, которые как барельеф. Да, понимаю, ничего. Да, то есть да. С выступающими шишками, да, то есть, ну, имитирующими грудь. Это тоже барельеф, правильно? Да. Потом большое количество ложнопортальных памятников, где пробка сымитирована на ложном портале. Это что такое? Это тоже барельеф. Правильно? Вот. Такое большое количество картообразных памятников, где есть выступающие грани вот этих, ну, портала. Это что? Это барельефное изображение типовой плиточной конструкции. То есть видим, что эта работа уже с объемом, который предполагает узкое восприятие мира, да? Уже перестройку восприятия, перестройку самого изобразительного искусства. Это шаг в культуру. То есть я так предполагаю, что они технически могли, допустим, как-то обозначить фигуру, да, и потом просто сбивали, сказать, эту поверхность, ограничивая вот эти, ну, какие-то прочерченные границы, чтобы эти фигурки оставались. Да, это действительно интересно. А вот вы никогда не проводили параллели, может быть, слышали или кто-то публиковал? Вот мы знаем, дольмены есть в Крыму, в Греции, там похожие типа, да? Там, ну, в Крыму нет дольменов. Это как бы миф. Мегалиты, да, какие-то? Там как бы это плохой перевод Палласа, который описывал гробницы, а это как бы... А назвал дольменом. И потом из работы в работу это цитаты начали кочевать по научной литературе. Ну, если мы говорим про, насколько помню, в Греции, да, были
Греция и Ну, Сардиния обычно сравнивают с кавказскими, пытаются сравнить какую-то, вывести параллель. Но я там это тоже не помню, чтобы было про барельефы что-то. да. Ну, по всей Европе, в той или иной мере, там можно говорить о каких-то мегалитах, да. Вот. И в Болгарии есть что-то похожее там на наши дольмены. Ну да-да-да. И в Индии, и в Корее там. Иордания там, да, Мгм. вплоть до Кореи там и даже Китая. Ну, это как бы, наверно, человечество тогда дошло до какой-то стадии, что оно развитие, что оно Мгм. начало работать с камнем, независимо в каких-то очагах. Сложно Мгм. предположить, что это там были, ну, одна культура, Ну что да. творила похожее. Ну, идея домика, нет, понятно, что пространство, да, Вот. какое-то Ну, такое закрытое. скорее всего, какие-то мысли приходят одновременно в Да, одно и то же да-да. развитием Мгм. каких-то технологий. Кстати, еще про технологии. Я вот что-то упустил тебя спросить этот момент. Мы когда записывали прошлое интервью, это было уже без малого 8 лет, кажется, прошло. Довольно большой период. И ты тогда показывал вот эти 3D-изображения внутренние, изнутри дольменов созданные, да, которые представляли собой какой-то каталог. Это тоже часть работы по каталогизации, да, когда вы создавали Да, пространство. потому что, ну, мы можем домен отфотограмметрировать, отснять его снаружи Мгм. с Мгм. помощью дрона, там, с помощью фотоаппарата с рук, с помощью какого-то штатива. Все это возможно. Вот. Но мы дольмен видим, какой он, да, он круглую форму имеет там или какую-то прямоугольную, Мгм. трапециевидную. Снаружи мы это видим. Но если мы залезем в камеру дольмена, нам очень сложно понять, Да. какая форма камеры. Ага. Мы ее не видим одновременно всю. Вот. И как ее снять, тем более, если мы каталог делаем, то мы делаем же э, чертежи и разрезы. Как показать на чертежах и разрезах форму камеры? Объем, да. Очень сложно, как бы я к этому шел, боролся, залезал в камеру, перемещался Мгм. вдоль стенок, упирался там, распирался и каким-то образом фотографировал. Потом мысль пришла, почему я мучаюсь там. Мгм. Можно изобрести какое-то устройство, которое будет так снимать. Ну, первая версия была просто на палке с помощью одного двигателя. У меня камера снимала по кругу, а я эту палку просовывал и тоже ее двигал там. Вот. Но когда Мгм. эта палка длинная, там она вибрирует, в Ага. общем-то, ну, качество не то. Ну, я думаю, надо поставить 2 двигателя. И, в общем-то, вот так родилась вот эта вот установка. И вот благодаря вот этой установке получается, что мы можем снять внутри, а Мгм. потом смотреть на внутреннюю поверхность снаружи, что мы в обычной жизни никак не можем сделать. Вот. И всегда э, обзору внутренней поверхности нам будет мешать наружная поверхность. А Мгм. здесь мы наружную поверхность убираем и все прекрасно видим. Вот. И вот так вот постепенно мы развиваем технологию применения вот этой фотограмметрии, решаем какие-то сложные задачи, Мгм. и благодаря этому у нас получается там хорошие, э, Объемный вид. Мгм. да, Из каталога. Еще, кстати, момент. Щас тогда, раз такое дело, а, это ж получается вот этот цельный вид памятника. А вот, если брать, допустим, историю, когда он частично разрушен или утрачен, возможно ли какая-то дофантазировать какой-то момент? Делали вы ли что-то такое? да, это делали, постепенно мы к этому дошли, потому что, ну, как бы надо эти вопросы решать, надо. Каким Мгм. бы был дольмен? Вот. Почему мы должны предполагать, когда мы сделали фотограмметрию, у нас есть Мгм. отдельные детали, из которых Мгм. мы можем этот дольмен собрать. И вот таким образом, ну, конечно, возни много, но постепенно берешь, вырезаешь вот эти вот участки. Конечно, они имеют не всю поверхность, где-то дырки. Вот. Но постепенно вот это вот можно собрать, где-то дальше потом дорисовать. Мы Мгм. имеем на одних блоках или плитах какие-то пазы, каких-то зашлифованные грани, которые мы можем вставить в эти пазы. И таким Мгм. образом форму самого дольмена, каким он был.
Ну, как бы это интересное направление, и постепенно мы решаем эти задачи, да. А скажи, где-то есть какой-то публичный доступ, где вот, допустим, посторонний человек может зайти и посмотреть, как это выглядело? Или это закрытые какие-то? Или это в печати? Ну вот сам каталог с этими реконструкциями. Вот частично он публикуется, вот, В печати, вот да? сказать, вот эти Ага. вот Ага, чертежи. вижу, да. Вот. То есть они все получены из фотограмметрии. Очень классно. Делаются вот эти разрезы красивые. Вот. По ним можно снимать размеры, то есть работать именно. Если раньше ты вокруг этого дольмена там прыгаешь с какой-то рулеткой, там что-то меряешь, Да. сейчас как бы что-то можно уже не домерить, а померить дома в результате камеральной съемки. Значит, у нас этот вот он, да? наш Вестник. каталог печатается в журнале «Вопросы археологии Адыгеи» с 21 года по этот год. Значит, 21, 22, 23 год вышла каталогизация памятников хребта Мезигух. В 24 году мы опубликовали дольмены урочища Виноградного, бассейна реки Сусквадж. В этом году у нас большой блок, 25 памятников мы публикуем по среднему течению реки Сусквадж. То есть это в печати пока, но к Новому году, я думаю, это выйдет в печати, ну, уже в бумаге. Вот. Понял. И еще 8 памятников, ну, пока мы собрали, вот у нас не взяли в один журнал, ну, куда-нибудь засунем по дольменам периферии, тоже интересный материал очень. Постепенно мы формируем этот каталог, причем, если раньше, ну, не сформировалось как бы видение, как мы его будем вообще, в какой последовательности делать. Да, было видение, что надо начать, наверное, вот с северо-запада и двигаться постепенно на юго-восток по каким-то бассейнам рек. Но получается, что бассейны рек, как бы одна речка коротенькая, другая длинная. Вот. В одной речке 2 дольмена, в другой 102. И как-то непропорционально получается. А вот последний год, наверное, наконец-таки сформировалось понимание, что у нас дольмены, они растянуты от Магрии до Псоу. И распределены по 17 бассейнам каких-то рек. То есть я включил сюда те реки, вдоль которых, ну, в бассейне есть вот эти дольмены, и которые впадают в море. Если эта речка впадает в более крупную речку, тогда мы берем, ну, бассейн вот этой крупной реки. Получается у нас 4 крупных реки. Это Аше, Псизуапсе, Шахе. Сейчас. Ну да, Инзымта, да? Дзымта, да. Вот. Где очень много памятников. Ну, Можно уточняющий вопрос сразу? Да. Я ошибаюсь или нет? Я и как-то Сусквадж я пропустил. Сусквадж тоже, как бы, она речка вроде и так покороче, но доменов там Я много. когда-то слышал, может, я не прав, что есть пробел какой-то вот в районе как раз, где Кудепстинский камень, то есть это что? Ну, Кудепсты, собственно. Там какое-то Ну, пятно такое пустое. Это есть. Сейчас я расскажу. Да. Если двигаться, так, ну, для зрителей, наверное, Ну, мы карту, я думаю, поставим просто, чтобы Да. людям понятнее. Значит, от Магрии мы двигаемся Да. на юго-восток. Дольменов как бы, ну, не очень много, но доходим до бассейна Макапсе. Ага. Их там много. Переходим в бассейн Аше. Их больше сотни. Дальше какие-то маленькие речки. В Сизуапсе тоже около сотни. Дальше Цусквадж. Там 67, по-моему, памятников, насколько я помню. И постепенно продвигаясь до Шахе, мы наблюдаем, что по правому берегу Шахе дольменов еще много, а по левому их уже мало. У нас только одна группа попадает на левобережье Шахе, это группа 12 гектар, которая находится напротив знаменитой дольменной группы Три дуба.
И дальше образуется такое большое белое пятно вплоть до, наверное, бассейна реки Мзынты, где мы имеем дольменные группы в районе Медовеевки и дольменные группы на Красной Поляне. Помимо этого, есть эпизодические, спорадически как бы встречающиеся дольмены метров 17 к юго-востоку. Это у нас 3 дольмена в бассейне реки Западный Дагомыс. Мгм. Потом вокруг этих дольменов ничего нет. Ага. Потом один известный дольмен в районе хребта Ажек в бассейне реки Сочи. И по левому берегу Сочинки на притоке известны 3 памятника в бассейне притока. Первый Егош. В литературе как бы указывается еще там на втором Егоше, там, по-моему, 4 памятника. Но сколько мы их искали, пока мы их не нашли. И дальше их нет. Дальше мы переходим, попадаем уже в Медовеевку, где это бассейн реки Мзынты. И после Мзынты у нас в бассейне реки Псу, прямо на границе с Абхазией, вот прямо над контрольно-следовой полосой на пригорке сохранился один картообразный памятник, который был, вот, к счастью, не уничтожен бульдозерами, которые разравнивали удобные террасы для посадки чая. Ага. Он просто сдвинут был граница обрыва, но он чудом там на нем застрял, и вот там и до сих пор сидит, с большим креном в сторону Абхазии. Вот такие вот белые пятна. И чем это обусловлено? Ну, в первую очередь, наверное, причина геологическое строение, да? Потому что южнее, наверное, Каткова щели у нас резко падает встречаемость песчаника. Понятно. У нас все вот эти вот места уже там наблюдаются выходы известняка. И еще в районе Чукукта, то есть Каткова щели, там дольмены из песчаника есть, а переваливаем на Чемит, там дольмены из песчаника тоже есть, но вокруг, если посмотришь, песчаника ты не найдешь. То есть их каким-то образом вот эти детали транспортировали, да, и тащили, ну, может, несколько даже километров, потому что песчаника ты не найдешь там. Везде известняк. Это вот очень интересно. И дальше песчаник встречается только в районе уже среднего течения Шахе, где стоит большая дольменная группа Три дуба. И напротив нее 12-гектарка. А дальше вот как бы везде известняк. Песчаник встречается в районе вот Кудепсты, что ты говоришь, Мацесты. Ну, там по геологической карте немного другой песчаник вроде как. Как он обрабатывается, наверное, похуже. Ну, не знаю. Ну, и, скорее всего, здесь и, может быть, поселенческая структура какая-то была другая, и другие там какие-то культы были. Потому что не обязательно же, что та культура, которая строила дольмены, она должна была хоронить именно в дольменах. Ну, Могли быть захоронения, если дольменов не было, как вот колцообразная гробница на Красной Поляне. При этом эти гробницы, они снаружи как бы не стоят, они заглублены в грунт. Потому что иначе они развалятся, это неустойчивая конструкция. Могли быть как вот срубная культура, да, что были срубы какие-то заглубленные в землю, там хоронить. Могло быть. В ямах тоже. Потом Соловьев, допустим, описывает, что в районе дольменных групп людей, которые, может быть, статусом были поменьше, их хоронили в каких-то кувшинах. То есть вторичное захоронение, крупные фрагменты помещали в кувшины, хоронили рядом с дольменами. При этом по инвентарю следовало, что это тот же самый временной период, что и захоронение в дольменах. В дольменах тоже так получается, что не все хоронили. Ну да. Места бы не хватило. Скажи мне, как на твой взгляд, вот в перспективе, да, много находок делается сейчас, ну, случайно, когда находят скрытые дольмены, да, в земле, которые находятся. Насколько, в принципе, можно примерно оценить масштаб, скажем так, вот этих скрытых дольменов? Насколько он может быть большим? Я понимаю. Ну,
вот если говорить про те зоны, которые мы уже каталогизировали, Мгм. мы нашли вот 420 памятников. Да? Всегда было интересно, вот, где же предел. Там, вот. Мгм. Но если взять динамику вот их обнаружения, описания, то вот мы первые годы прям ты пошел, полевой выход сделал, там 6-7 дольменов померил, отфотографировал. Дальше их все меньше и меньше и меньше, и вот к последним годам мы выходим на какое-то Ага. насыщение. Мгм. Мы там, может, в год 2-3 штуки новых поставим. Потому что за это время, допустим, ту информацию, которую нам слили и где мы не были, мы придем, посмотрим и скажем, это не дольмен, и уберем его из нашего списка. А где-то придем, тот дольмен, который стоял, его уже уничтожили. И вот здесь Да. как-то вот уже какое-то выходит насыщение. При этом уже все вот эти вот места более-менее мы посмотрели. Вот удобные террасы, где они могли стоять. Остались места какие-то непроходимые, какие-то верховья вот, близкие к главному Кавказскому хребту. Поэтому говорить, что мы найдем еще 400, вот как бы не приходится. Скорее всего, ну, наверное, можно потолок определить где-то в 500 штук. М. Вот. И здесь важно понимать, что значительную часть вот этого вот прироста дадут, наверное, сооружения, заглубленные в грунт, которые могут быть э, обнаружены случайно в Мгм. ходе каких-то строительных работ, как это вот случилось, например, на Красной Поляне Да, 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 в помню. прошлом году, да, в прошлом году. Мгм. Э, Или когда река размоет что-то, берег какой-то Не очередной. понял? Или когда река размоет очередной берег какой-нибудь. Да, да, или когда река размоет очередной берег. Вот. Так, хорошо. А На еще такой Красную момент Поляну как бы не можно связан. остановиться подробнее, я могу рассказать. Ну, Не, ничего, либо все хорошо, мы, в принципе, идем нормально по интервью. Смотри, еще момент, связанный, ну, в целом с публикацией, с сотрудничеством, да. Вот, серия публикаций свежих, которая выходила, то есть она у тебя выходила с коллегами, да, вот, в первую очередь, с Мишей Искудиным, с Андреем Кизиловым. И вы, я заметил, очень много в последние годы вовлечены в исследование какой-то античной, средневекового наследия, начиная вот от римской крепости в Сочи и заканчивая храмами античными. Это, конечно, отдельная тема для разговора, в принципе, но можешь вкратце рассказать вот о той работе, которая делается сейчас у вас в этом направлении? Что она из себя представляет? а, значит, много лет назад, когда мы еще были помоложе, ты у нас брал интервью, и мы рассказывали про крепость Сочи. Да, мы его подвесим здесь, вот эту ссылочку. Да. Вот. Тогда мы рассказывали, что по каким-то следам, по каким-то маленьким находочкам мы реконструировали границы этого древнего укрепления. И тогда я вот занялся как раз 3D-шкой и попытался смоделировать, ну, наше видение, каким могла быть эта крепость. После этого нашими работами заинтересовались, и когда мы приехали в Пицунский музей, э, музей-заповедник Великий Питер, к нам подошла научный сотрудник музея Мгм. Марина Поповская и сказала: а вы вот посмотрите, у нас такая интересная римская крепость. Не могли бы вы для нас сделать по-быстренькому, ну что-то такое похожее, чтобы мы могли показать людям? Ну, как-то подумали, ну, наверное, это по-быстренькому, наверное, сделаем по-быстренькому. В результате, когда я углубился в тему, пришлось изучить трехтомные материалы изучения вот этого археологического объекта огромного, который раскапывался в течение 22 лет. Вот. Мгм. Настолько было интересно, и я понял, что вот сейчас я приступить к моделированию там, и какой-то реконструкции не могу, пока я вот это вот все не прочитаю. И когда вот я прочитал это все, я начал думать, как это делать. Ну, и постепенно, в общем, в течение нескольких месяцев я смог сделать 3D-реконструкцию римского укрепления Питиунд
состоянию на 3-4 век нашей эры, когда это укрепление вот достигло максимума своего рассвета. И вот в IV веке там был заложен первый храм, где была кафедра епископа Стратофила, который принял участие в Первом Никейском соборе, созданном в 325 году императором Константином. То есть это самое первое было официальное собрание всех христиан, где они утвердили основополагающие принципы церкви и основополагающие там документы какие-то. И символ веры в том числе. То есть это вот основа христианства. И после этого они определили, что такое канонические Евангелия, да, что такое апокрифические Евангелия, ересь, ересь. Определили, кто такие правильные христиане, а кто такие неправильные христиане, И раскололись. да, отнесли всех ариан, которые тоже были тогда популярны, в общем, к еретикам. Да. В общем, очень интересный такой временной период. То есть получается, что епископ Стратофил, он уже к 325 году имел кафедру в Питиунте, которая располагается вот здесь рядом, и можно посмотреть, и развалины этой церкви остались на сегодняшний момент. Ну, часть фундамента. После этого на этом же разрушенном храме было построено еще 2 храма прямо сверху, друг за другом, и один храм вынесен чуть-чуть к западу. И вот стал вопрос, ну вот какой же они имели первоначальный вид. И вот постепенно вот мы начали углубляться в реконструкцию внешнего вида вот этих ранних христианских храмов. И при реконструкции второго храма, изучая вот эти материалы, прочитали, что этот храм был украшен богатейшей мозаикой напольной. Ну и как же вот сделать вот реконструкцию этого храма, а мозаику не показать, да? Ну и вот я углубился в эту тему, потратил 9 месяцев на реконструкцию вот этой мозаики. Ничего себе. Масштаб, да? Массу просто материала. Вот именно мозаики храмов 4-5 веков. Это интереснейший очень пласт культуры, который потом, он дожил до 6 века. После этого, после 6 века уже все поменялось в церкви. Там и технологии поменялись, концепция церкви поменялась, литургия поменялась, и, в общем-то, изобразительное искусство поменялось. И вот таких мозаик больше перестали делать. Начали делать иконы. А вот этот ранний христианский пласт, он находит параллели в гражданских виллах Рима еще того времени, который сформировался в 1 веке до нашей эры. Ну, второй-первый век до нашей эры. И вот дожил до 4 века, когда в 313 году император Константин Великий провозгласил Миланский эдикт и разрешил свободу совести на территории империи. В общем-то, стало разрешено строить и синагоги, и христианские храмы. И вот одни и те же мастера делали мозаики и в римских виллах, и в ранних храмах христианских, и в синагогах. И поэтому растительные вот эти вот геометрические орнаменты, они кочуют по всем вот этим вот постройкам. И зачастую сложно определить даже, что перед тобой. Это гражданское какое-то здание, синагога или христианский храм. Вот. То есть нет еще сформировавшейся такой вот христианской символики, такой жесткой. Ну вот, поэтому мы реконструировали вот это вот, чтобы показать людям вот эту вот мозаику раннехристианского. Там, да, есть христианская символика, которая расположена именно на пьедестале в алтаре. Там харизма Константина. Это доступно, это где-то можно посмотреть? Или это напечатано было? Или как это? В какой форме вы это сделали в итоге?
Ну, у меня на страничке Маркульской экспедиции размещено это, и фотографии, по-моему, есть, и Ага. есть видео. Мы сделали Ага. видеоролик, как облет вот этой римской крепости, потом облет вот этого храма. Сначала это руины стоят храма, а потом как бы ты вот по руинам заходишь, и руины эти начинают выстраиваться в стены, и ты уже летишь по вот этому храму. И при этом я запустил такое видео, что камера движется вот на уровне 1,50 м где-то, вот на уровне глаз того человека, который внутри находится. И запустил я по траектории, вот, по которой предполагал академик Ликвинадзе. Он предполагал, что в IV-V веках проводилась вот именно служба, обход вот этого всего вот этой базилики. И вот вместе с этими паломниками мы двигаемся сначала по северному нефу в сторону алтаря, заходим в алтарное пространство, совершаем обход вокруг вот этого подиума и выходим обратно в нартекс, где стоит крещальная купель баптистерии. Музеи пицунские, они распечатали, сделали открыточки. Но Ага. открыточки вот касаемо именно Римской крепости. И вот там вот с сюжетами такими, я им картинки такие вывел, где стоял, где стояли гарнизонные бани, которые там еще частично сохранились, приторий, где располагался, где там комендант крепости жил. Ну, в общем, такие общие виды. Есть они, да. Там, да, Ну, очень представлены. интересная, да, работа. По реконструкции храмов, вот мы, поработав по Абхазии, сейчас уже в рамках государственного задания нашего делаем каталог по храмам Большого Сочи, Мгм. который является продолжением каталогизации храмов Абхазии. Было в 2019 году вышел первый том по Западной Абхазии, в 2024 году опубликовали второй том по Восточной Абхазии. И вот в этом году мы сделали уже в электронном виде, он уже существует, есть на Элабре, его можно скачать. Это по храмам Сочи. В бумаге он выйдет, вот, скорее всего, до конца года Мгм. выйдет. И в рамках вот этого тома мы много внимания уделили именно 3D-реконструкции. Потому что, говоря о храмах Абхазии, мы хоть можем что-то показать, какие-то развалины там этих храмов, там, Мгм. либо действующие храмы, да, древние. А по храмам Сочи, к сожалению, мы имеем руины одни. Фундамент. Мгм. Да. Мгм. И здесь надо что-то показывать, какие же это руины были, и что это не просто груды камней. Мгм. И самое главное, что это не одновременные какие-то груды камней разной формы, да, а мы должны показать, что это эволюция на протяжении 7 веков, эволюция формы, эволюция обряда, которая повлекла за собой эволюцию архитектуры. Вот. И вот Да, как бы, сложная задача, конечно, конечно. И да, когда описаний нет таких подробных, да, у вот. нас И очень перед. вот последнее время вот мы переключились вот в этом году в рамках гранта с Институтом Востоковедения. Мы еще занялись э, реконструкцией внутреннего убранства вот этих храмов. Мы взяли пока М. 3 храма. э, Храм Веселая, храм Лао и Ахунский храм. Вот по Веселому мы уже реконструировали алтарную преграду, в которую сделали ее как бы такой полупрозрачной, в которую вморозили фрагменты тех артефактов, которые были обнаружены при раскопках. И вот каждый вот этот вот резной блок, он нашел свое место в конструкции вот этой преграды. Вот это чудесно, да. Это действительно будет интересно посмотреть на вот эту реконструкцию, как это более-менее живая, вот воскрешает это пространство, потому что по Сочи это прям очень не хватало всегда. Да, потому что, ну, современный человек, он постепенно разучивается читать. У него проблемы с воображением. Если раньше ты читаешь книжку, ты как фильм смотришь, да, то сейчас все привыкли там к телефонам, к телевизорам, книжки уже никто не читает, все слушают аудиокниги там или смотрят кино. Поэтому сознание меняется, и воображение у человека ухудшается, и поэтому ему надо показывать какие-то картинки, чтобы он что-то понимал. Ну вот мы вот к этому Ну, здорово, здорово, что да, вы все-таки это понимаете и подходите к этому правильно, по-современному. А, Скажи тогда, какие у вас есть, может быть, с коллегами планы,
работы ближайшие, какие вот какие-то, которые вы хотите завершить, или что-то новое, может быть, планируется, чем можете уже поделиться? Ну, мы продолжаем на работу в рамках гранта по реконструкции вот этой архитектурной пластики. Э, Значит, по Сочи вот первый этап как бы задела есть, но у нас еще вот скоро мы поедем в Абхазию и по 3 храмам в Абхазии еще там продолжим. Но эта работа не просто так, что вот приехали, какие-то там артефакты засняли и все. То есть для того, чтобы разместить в правильном порядке вот эти вот артефакты, мы должны провести реконструкцию самого храма, оболочку дать. А потом внутри этого храма найти место и придумать, какой была эта преграда или та конструкция, куда входили вот эти артефакты, и потом уже размещать вот эти артефакты. Это такая многоплановая, многозадачная работа. Это вот первое. Второе, по дольменам тоже продолжаем работу. Да, я не договорил, наверное, когда начал говорить про алгоритмы описания, вот в каком пути мы хотим двигаться, да. То есть мы сформировали, что домены у нас в первую очередь подвергаются угрозе уничтожения, какого-то антропологического там воздействия, разрушения и так далее в зоне активной урбанизации. То есть это узкая полоса вдоль берега моря. Там от 8 до 10, там, 12 километров. Поэтому все пространство от морского берега до главного Кавказского хребта мы условно разделили на 3 зоны. То есть это Приморская зона, Среднегорье и Высокогорье. И в первую очередь мы решили каталогизировать памятники Приморской зоны. И вот так вот, таким образом, двигаясь от Магрии до Псулу, мы постепенно начинаем закрывать вот эти вот пространства. Значит, сейчас у нас на сегодняшний момент закрыто междуречье Макапсе-Аше, набран материал по междуречью между Аше до Чухутха. И вот со следующего года от Чухутха мы хотим работать до Шахе. Вот. И вот таким образом, да, мы вот эту полосу закрываем, а у нас еще остается в этой полосе самая крайняя зона, примыкающая к Магрии, и южная зона, включающая дольмены Дагомыса и Псоу. И вот в этом году мы собрали вот этот блок в статью. Ну, нам не удалось ее там разместить там, где мы хотели, но мы найдем ей место. То есть 8 памятников мы уже как бы описали, которые закрывают вот эти дольмены периферии дольменного района. И они интересны не своей архитектурой, потому что на периферии всегда дольмены какие-то типовые. А они интересны фактом вообще своего существования, потому что вокруг них на много десятков километров ничего нет. И интересно там ответить на вопросы, а почему они вообще здесь есть? Вот. Ну, островки такие. Как-то играет роль или что? Ну, либо в зоне вот этой урбанизации, если мы же рассмотрим северную часть, допустим, Сочи, Лазаревский район, там горы, леса, иногда какие-то там небольшие террасы, где растет чай. А двигаясь южнее в сторону Головинки, мы попадаем там Якорная щель, Варданы, большие долины такие, да, Сочи, тем более там Эмеретинская низменность. Это все давно распахано еще в Средневековье. И даже если что-то могло стоять, то оно могло быть и утрачено, и растащено на какие-то постройки. Ну да, логично. Влияющих на уничтожение и то, что мы как бы не видим этих памятников здесь, очень много. Ну, да, и опять же, в Вардане это да, считалось, даже по описанию 18-19 века мы знаем, что это Физе, долина, да, Физе самая густонаселенная до гор. И действительно, да, вполне хорошая версия, на самом деле, кажется. Да, тем более, это, ну вот если севернее брать, да, ну вот даже племена, черкесские племена, которые в 19 веке, да,
как бы мы знаем о них что-то благодаря там оставленным каким-то там рапортам, заметкам, воспоминаниям. Рода жили так локально, каждый в своей долине. А, допустим, там в Арданелле, Сочи, здесь уже большие кланы, да, берзейки, которые вот несколько долин под собой держат, да. В Средневековье также могло быть, что вот эти большие рода, большие семьи, кланы, они могли контролировать власть, да, если там была как бы своя локальная власть, и никто никому не подчинялся, да, какая-то там своя военная демократия, то здесь было какое-то централизованное управление, которое согласовывалось в Средневековье, допустим, с управлением Абхазского царства, да. То есть они могли между собой договариваться, да, ну и как исторически считается, что вот эти вот зоны, они входили, ну, не в границы Абхазского царства, ну, по крайней мере, в сферу его влияния, которая распространялась там вдоль побережья, локально там вплоть до Анапы, там мы можем встретить такие точки зрения. Это именно, если мы говорим о X веке, да, как бы максимального рассвета Абхазского царства. И в этот период как бы максимальная волна христианизации идет. И строятся храмы. И вот там, где есть централизованная власть, это могло приводить к тому, что какие-то древние постройки могли быть пущены на строительство этих храмов. Поэтому мы тоже этого... Или борьба с культами, например, еще старые. Да, или борьба с культами. Вот. А там севернее вот это сохранилось. Ну вот версий как бы много. Много, да. Согласен, так надо... Ну да, мне кажется, их хорошо собрать, просто воедино и проанализировать. Тогда давай перейдем к таким немножко философским вопросам, да, уже близится завершение интервью. Вот ты упомянул, да, что вы делаете большую работу с дольменами, там, ты провел огромное количество времени, восстанавливая Пятиунт, да? Вот что внутренне тебя вот движет, да, что тебе нравится в этой работе, да, что вот заставляет тебя прям настолько много времени уделять, и действительно во многом это такая работа именно связанная с интересом, я это вижу. То есть это хобби, это такая любовь как бы реконструкции, это любовь к истории. Вот, чего тут больше? Ты знаешь, когда мне было 6 лет, мне подарили модель самолета ГДРовского Ту-144. Я ее очень долго делал, но вот когда я сделал, мне так это понравилось. Я занялся моделями. Я вот собирал там в течение всей школы большую коллекцию пассажирских вот этих самолетов собрал, ГДРовских. Когда я поехал учиться в институт, в университет, я начал собирать модели военных самолетов. Вот. Там уже как-то пришлось там мелочевку какую-то делать, красить их. Ну, то есть там вот как-то углубляешься в технологию. Когда я вернулся в Сочи, я начал делать модели побольше для того, чтобы показать людям и разместить их в экспозиции Сочинского музея. Там я сделал несколько моделей самолетов уже в таком хорошем масштабе, причем модели копии, на которых летали герои войны, которые впоследствии жили в Сочи. Там, ну, эти были из Сочи. Какое-то отношение имеют к Сочи. Вот, то есть как-то всегда хочется вот то, что ты представляешь в голове, как-то сделать так, чтобы можно было подержать в руках и кому-то что-то показать. Ну, вот как-то из этого, наверное, многие растут. И вот ты на каком-то полуфабрикате не можешь заставить себя остановиться. Ты видишь, вот там косячок какой-то, там косячок. Ну, вот вроде как можно сказать, что да, это никто не увидит. Вот, никто не будет туда смотреть. Ну, на самом деле, ты-то об этом знаешь, но как-то спать не можешь. На следующее утро просто встаешь, там всю ночь поворочился, на следующее утро встаешь и что-то там переделываешь. Поэтому такой бесконечный. Иногда это, конечно, от этого сильно устаешь. Вот. Ну, наверное, люди, которые на это смотрят, получают удовольствие.
Конечно, понимаю тебя. А есть у тебя какие-то рабочие ритуалы, да, когда тебе лучше работается, там, утром, днем, вечером? Может, музыка какая-то любимая, которую ты там можешь слушать, пока ты моделируешь что-то? Ты знаешь, нет, когда я работаю, я вот не слышу ни музыку, ни даже если новости работают, я не понимаю там, что происходит, Мгм. я как погружаюсь в себя. Вот, поэтому ритуалов каких-то таких особо нет. А любимое время, ну, наверное, вот все легли спать, и после 12 Ночью? садишься, и вот пока уже не начнешь падать, там, до половины третьего, там, до 4 ты работаешь, если завтра рано никуда не надо. А если Мгм. даже надо, ну, все равно иногда увлекается, а потом кофе, 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 и поехал на работу. Тут вы с Андреем похожи. Мне кажется, вам удобно Ну, да. работать в это время суток, да, вы тоже рассказываете. Ну, семья Ложился семья спать как бы и работать не дает, когда вот да. вокруг кто-то там ходит, что-то разговаривает, ты погрузился, ты думаешь: "Как вот это сделать? А может так, а Ага. может так". А тебя спрашивают там: "Чай будешь?" Да. Всё. И ты всё сбило уже. Подушкой Мгм. по голове, ты уже забыл, о чем думал. Ну, Мгм. Ну да, согласен. Когда отвлекать не любишь. Хорошо. По поводу дольменов, собственно, мы все всегда задаем себе этот вопрос, да, сегодня. Вот ты и сам упомянул в интервью несколько раз, что дольмены уничтожаются часто, да, в результате урбанизации, там, сносят, вандализм постоянно этот случается с ними. На твой взгляд, какая судьба их ждет? Те дольмены, которые есть, учитывая, что вот сегодня они достаточно много потеряли уже, в принципе, да, эта культура много потеряла. Не получится ли так, что мы совсем их потеряем? ну, Ну или во множестве, допустим. мы с вами, если говорить о нашем поколении, не потеряем их точно, на наш век хватит. Вот, ну, на самом деле, знаете, как физик скажу, да, вот что нам говорит термодинамика, да? Что производная энтропии по времени, она всегда положительна. То есть всегда процесс разрушения, он направлен из прошлого в будущее. В любом случае, когда-то они разрушатся. Когда-то им помогут люди. Вот. И наша задача, во-первых, э, ну, там, где мы видим это уничтожение, сигнализировать куда надо. Мы, к Мгм. сожалению, не можем там возле каждого Ну да. домена поставить полицейского, да? Ну, по крайней мере, мы можем как-то оказывать влияние на людей вот именно образованием каким-то, вот давая понять, что это такое. Мгм. Когда человек... Сейчас же после Олимпиады что получается? Такой вот бум! Хочу в Сочи. Все едут в Сочи. Вот. Бросают все, распродают все. Здесь покупают клочок земли, какую-нибудь заброшенную дачу. Вот. И начинают строить вот на ней какой-то дом, ну, на что хватило денег оставшихся. А на территории, там на огороде стоит дольмен. Ну, о, какой хороший камень. Человек не знает, что это такое. Он Мгм. берет этот камень и пускает его на что-то. Вот такие случаи мы можем предотвратить, когда мы будем рассказывать, что такое дольмены, их значение, насколько они древние, насколько важно их сохранить. Мы во многом сможем этого избежать. А иногда и нет. Допустим, вот этот случай на Красной Поляне в прошлом году. А, На одном очень важном объекте, не будем говорить, какой это объект, важный строительный объект, строительная техника на границе уже ранее зарегистрированного, поставленного на охрану археологического комплекса Краснополянский-4, где находится доменная группа, описанная еще Марковиным, Бешенка-1, по-моему, он там ее назвал там. Мгм. На границе с этим районом а, начинается стройка. Строительная техника обнажает гробницу. Чуть-чуть ковшом экскаватора зацепили несколько блоков, которые выпали. Рабочий засовывает туда голову, берет телефон, начинает снимать, вот смотри, какое мы нашли тут. И кому-то посылает. Да? И вот это сарафанное радио, в конце концов, люди посылают, и оно доходит до Сочинского географического общества, до Мгм. активистов. Они Мгм.
как бы сигнализируют нам, мы собираемся все вместе и поехали туда смотреть, что ж там такое. Ну, приезжаем по факту, что получается. Да, по-моему, в эту поездку приезжает из управления Муравенко Евгений, и останавливаем строительство. Ну и пока они там разговаривают, я пошел фотографировать. Вот. Взял с собой вот эту установку, значит, ну и сфотографировал это все. Внутри, получается, был колодцеобразная гробница, то есть кладка по кругу, каменная, в несколько ярусов, которая сходится кверху и сверху перекрыта плитой. И как бы в нижней точке, вот вниз по склону, ориентированной части вот этой гробницы, там сделан такой вот небольшой входной портальчик, который был заткнут пробкой. Пробку вытащили рабочие, и какой-то там кусок еще, по-моему, там конструкции там выпал. Ну, вот, в общем, было отверстие. И я туда просунул оборудование, начал снимать, я вижу там, значит, черепа лежат, костяки, позвоночник, ребра, в общем, такие крупные кости, бусы. Ну, в общем, так как бы жутковато, потому что ты туда залез по пояс, да, тебе нужно поставить штатив, разместить масштабную линейку. Вот. Получается, как бы непосредственно, над вот этим всем. Смотришь как бы в глаза усопшему, которому там несколько тысяч лет. Вот. Ну, отфотографировали. Вот. Дальше что получается? Да? Начинается шумиха в СМИ, вот, приглашают археологов, археологи приезжают и начинают копать. Это экспедиция с участием очень известного археолога Александра Николаевича Гея, он специалист по одновременной культуре. Вот. И часть наших кубанских археологов была там участвовал, на них, по-моему, оформлялся как раз открытый лист. Вот. Ну, в общем, совместная такая большая археологическая экспедиция. Они в течение нескольких месяцев раскапывают это место и вскрывают 9, по крайней мере, 9 гробниц колодцеобразных, которые вот так вот террасами друг над другом располагаются вниз по склону. При этом разные немножко конструкции. Есть вообще вот дольмены из тонкого плетника, маленькие вот такие вот дольменчики сделаны, вот 2 штучки. Причем в одном из них какая-то посуда была. Комплекс не тронутый. То есть там, где я видел 3 костяка, там их оказалось 6. Вот. И вот в остальных гробницах было вот по несколько вот таких костяков. А вот в этих маленьких, даже если какое-то детское захоронение было. Скорее всего, эти косточки просто в нашем климате не сохранились. Да. Но посуда, вот эта ватинная посуда, она сохранилась. Вот. То есть великолепный комплекс. Я когда туда приехал, значит, я приехал с этой машинкой, да, тот человек, который занимается там фотограмметрией, они там с помощью фотоаппарата, что-то с помощью дрона там, по-моему, там пытались что-то делать. По крайней мере, они вот на уровне того, с чем я работал там 3 года назад, они вот с этим подходом пытаются документировать. А вот эта вот машинка, вот, она позволяет засунуть это оборудование вовнутрь и получить полную 3D-модель. Не только самой конструкции, да, но и зафиксировать, что на дне лежит, на каком уровне, то есть получить 3D-картинку, которую потом можно обрабатывать, там, высчитывать вот эти там, миллиметры, да, по высотам, стратиграфию. Вот. Вот таким образом я смог задокументировать весь вот этот вот памятник для себя, да, они по-своему документировали это, делали планы, вот, но я свои вот эти модели потом им переслал, я думаю, надеюсь, что они им пригодились, потому что у них, немножко вот этого блока, по крайней мере, не хватало. Если они смогли это использовать, это очень хорошо. Единственное, на что я не успел, 2 гробницы были вот в северной части, они мешали проезду, и их заставили по-быстрому раскопать.
Вот. Их разобрали, промаркировали, собрали в кучу, погрузили на поддоны и вывезли их в один из музеев в Сочи. А остальное как бы все я успел зафиксировать. И после этого долго решался вопрос, что же делать с этим. И вот хозяин, ну или те люди, которые решают в границах вот этого вот большого, очень важного, крутого объекта, они сказали, нам эти гробницы не нужны. Мы все понимаем, что вы великие археологи. Мы все понимаем, что этот объект уникальный, потому что он никогда не был тронут, он был законсервирован еще с тех времен, когда он был построен. Это большое там слово в науке, но нам это не нужно. Берите и увозите его. Это преступление. Согласен. Когда уничтожается вот такой... Что мешало отгородить вот эту зону? Потому что там территория большая. Сделать зону показа, музеифицировать это, сделать какой-то там стеклянный навес, получать на этом деньги, да? Показывать людям. Ну, людям не надо. И комплекс был демонтирован, каким-то образом там промаркирован и, опять же, вывезен с территории. Да. Сейчас он на поддонах, и его не... Чтобы его реконструировать, собрать заново, это надо финансирование, проект, да? Это специалисты нужны, место нужно, ну, целая проблема. Тем более, вот если это одна была гробница, а их 9. Они 9 гробниц на территории одного музея, но они не нужны. Ну да, логично, да. То есть, получается, да, дикий капитализм все-таки, да, он вот это преступление для нашего следующего поколения. Мы могли показывать это нашим детям, нашим внукам. Представители местных народов могли показывать, что это вот наши предки вот таким образом и хоронили. К сожалению, это осталось где? Это осталось вот у меня. Осталось в 3D. И вот эту виртуальную реконструкцию, по крайней мере, я могу предоставить нашему Сочинскому музею и совершить виртуальное путешествие экскурсию по границам вот этого. Да, довольно грустно, конечно. Вот, да, то, что ты говоришь, какова судьба и что мы можем сделать. Вот я и наша группа со своей стороны, мы можем только очень хорошо задокументировать, собрать информацию и от 3D-шить это все. И дальше, если даже там пройдут экскаваторы, мы сможем нашим детям и внукам это все показать. Задача государства не допускать этого. Задача государства включить это все в государственные реестры, вот, составить необходимую документацию и обеспечить охрану. Да. Ну и обеспечить, в принципе, потом какую-то доступность показа этого всего. Как части наследия. Если объект показывается, то тот, кто взял эту зону в аренду, он будет за ней ухаживать. Он смотреть будет, чтобы это не разрушалось. Все верно. Если у археологического объекта хозяина нет, то в первую очередь туда придут вандалы, копатели, и они это поломают. Конечно. Хорошо, давай тогда перейдем к окончанию нашего интервью. Я задам тебе 2 таких вопроса, так, поразмышлять. Первый вопрос скорее связан... вот если бы ты бы хотел поставить какую-то гипотезу о дольменной культуре, дольменной эпохе, строительстве дольменов, которую бы хотел вот доказать или опровергнуть, вот какая бы эта гипотеза была? Что бы ты хотел попробовать в науке сделать? Виталик, здесь как-то надо, наверное, понимать, чем я занимаюсь. Да? Я занимаюсь документированием того, что я вижу. Я как казахский акын. Вот. Я не могу исследовать этот объект комплексно. Я не могу его раскопать. Я не могу посмотреть, что там внутри. Я не могу раскопать тот комплекс, который находится в окружении этого дольмена. Да? К сожалению, я могу об этом только прочитать у археологов. Я не археолог, поэтому я не могу там строить какие-то там большие гипотезы, предполагать, что вот
Я, наоборот, за то, что все вот мы задокументируем, мы расскажем, где это находится, мы дадим этот каталог в руки археологам, эти археологи приедут, раскопают, а потом нам расскажут свои гипотезы. И вот Гипотеза, мы да. Ну, логично, выдвижем их. да. Да, ты прав здесь. Вот тогда другой вопрос. Ну, грубо говоря, вот ты гипотетически ты бы встретился а, с строителем такого дольмена. Вот как с твоей технологической точки зрения, что бы ты у него спросил? Ну, наверное, это мы вернемся в начало нашего разговора. Я в первую очередь спросил его, наверное, что такое дольмен и для чего они были нужны. Наверное, Да. так. Главная загадка, в принципе, всей этой истории. Согласен с тобой. Спасибо тебе, Костя, за это интервью. Было очень содержательно и интересно. И многие вещи просветил, действительно, и для меня, и я думаю, что для многих, кто будет посмотреть это видео. Вот. Я думаю, что это не последнее, не первое, точнее, и не последнее видео, где мы будем еще говорить о каких-то вещах. Посмотрим, что аудитории интересно. Возможно, какие-то высветятся, знаешь, дополнительные вопросы, да, которые мы сможем, так сказать, ответить потом. Или, в принципе, вы так или иначе делаете исследования, делаете открытия, которые у нас тут радуют всех последние годы, и мы еще поговорим о них тоже. Вот, поэтому я здесь на этом закончу. Пожелаю тебе хорошего дня и буду рад слышать и видеть еще новые открытия вашей группы, у тебя лично. Спасибо тебе большое. Да, здесь... Ага. Хорошо. Спасибо большое, что дослушали это видео, это интервью до конца. Было приятно поговорить с Константином, и очень интересный материал он выдал, так сказать, нам сегодня. Будем надеяться, что эти исследования будут продолжаться, и мы еще услышим много интересного о том, что скрывают от нас вот эти дольмены, да, рисунки древних эпох, тех людей, которые жили в древнее время. Здесь хочу еще раз подчеркнуть, что технологии действительно меняют не только наши жизни, но и наши способы познания. Да? И мы можем видеть на примере дольменов, что порой открываются какие-то совершенно новые грани и углы зрения на прошлое, даже там, где, казалось бы, ничего нового уже не найти. То есть всегда есть возможность пересмотреть старое и увидеть что-то необычное, новое, что даст нам большее понимание о прошлом людей. И соглашусь здесь с Константином о том, что дольмены уничтожаются, дольмены исчезают. И очень важно зафиксировать для потомков то, что мы еще можем с помощью этих новых технологий, так сказать, вытащить из этих дольменов, которые, возможно, завтра уже исчезнут из-за урбанизации или просто из-за времени. И это такое наше редкое окно в прошлое, через которое мы можем заглянуть в вот этот древний мир и увидеть то, каким его видели наши предки, предки тех людей, тех народов, которые жили на Западном Кавказе и сформировались там. Это действительно очень редкая и очень важная возможность запечатлеть эту память и это понимание мира, которое мы можем скоро потерять. Далее в телеграм-канале «Путевой дневник» я опубликую еще несколько полезных ссылок на материалы о дольменах, на некоторые вещи и ролики, которые упоминались в этом интервью. Скоро будет еще новые интервью, многие из которых уже записаны, поэтому возвращайтесь на канал. В ближайшем будущем подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео, и поддерживайте канал для того, чтобы я мог больше времени уделять съемкам интервью с интересными людьми со всего мира на разных языках, которые мы будем переводить, в том числе через автоматический дубляж. Ну, я буду, конечно, проверять качество. Вот. И ваша поддержка здесь будет очень важна. Поддержать канал можно через сервисы Boosty, через сервис Patreon и еще несколько опций, которые доступны по ссылкам в описании к данному видео, а также в закрепленном комментарии к этому видео. В Boosty и Patreon также платным подписчикам будет доступна информация, различные публикации, которые упоминает Константин здесь, научные статьи, книги, которые я соберу компактно в одном месте, и их можно будет использовать, посмотреть, почитать, поделиться с друзьями. На этом, пожалуй, я
завершу сегодняшнее наше интервью, видео и мою речь в конце, и буду рад вас видеть в числе своих подписчиков, в числе зрителей всех последующих интервью и подписчиков телеграм-канала «Путевой дневник». Хорошего вам дня и до новых встреч. Пока.